Добрый день! Сегодня у нас Kia Sportage с охренительным стуком. Это прямо стук сильнейший. Пробег у нас по одометру 101 тысяча, брякает капитально. Автомобиль Севера, как понимаю, тоже зимой это все морозы застучал при запуске. Вот такие вот дела. Заливайте, пожалуйста, правильные масла и по допускам, и тогда у вас подольше мотор поживет, конечно же. Ну и прогревайте его перед тем, как ехать. Под нагрузкой, то есть кто-то говорит, надо запускать и сразу же потихоньку ехать. Но, ребят, вы запустили и сразу поехали, масло там минус 30, оно как гуталин густое, на стенки нифига не попадает, не разбрызгивает. Естественно, вы поехали, естественно, нагрузка пошла на поршневую, естественно, это все начинает драть. Лучше, конечно, прогреть и потихоньку ехать. И причем, когда автомобиль нагрелся до рабочей температуры, масло не до рабочей температуры нагрелось, там, дай бог, градусов 20. Поэтому сразу в топку газ не надо давать, надо прогревать потихоньку, разъезжать, а потом уже, ну, более-менее можно активно ездить. Учтите, пожалуйста, это. Сейчас будем разбирать, полностью все дефектовать и показывать вам, естественно же, отправлять клиенту список запчастей и работ и согласовывать все это. Работаем. Разбираем автомобиль. Катализатора в данной машине нет уже, то есть там видно, что вырезано. Далее по навесному все шланчики, фишечки, все нормально снялось, нигде ничего не сломалось. По самому навесному ремень под замену, хоть он стоит, дайка, видно, что меняли его недавно. Ну, пошли уже трещинки. Так, сейчас покажем. Потихоньку, маленько начал весь трескаться, а надписи даже еще и не стерлись. Так, где-то тут я видел. Вот так это все дело выглядит. Ну, естественно, под замену. Только оригинал будем брать. И два ролика натяжной и обводной верхний под замену шумят. В принципе, остального вопросов нет. Помпа не шумит, обгонная муфта работает на генераторе, генератор не шумит. Мотор внутри довольно-таки чистый, опрятный. Цепь не вытянутая, натяжитель практически не вышел, натянуто все это дело хорошо, поэтому менять не будем. Посмотрим, в каком состоянии башмаки, сам натяжитель в каком состоянии. Ну и примем решение, пока все с ним нормально. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ. Продолжаем работу. Кстати, в данном автомобиле стоит подогреватель. Работаем. Разобрали данный Sportage полностью. Ну, результат, конечно, не утешает совсем. Беда полная. Здесь очень было много стружки. Мало того, что стружки, еще непонятно, что это такое. Стружку вы все видите, да? То есть вот это точнее гильз, вот она. Ребята, если у вас задрало мотор, вы продолжаете на машине ездить, замените масло. И хотя бы раз там в тысячу меняйте просто масляный фильтр, хотя бы уж, чтобы вот такого вот не было. Вот эта вот стружка, сейчас покажу в дальнейшем, что она натворила. Видно, да, сколько тут этой стружки? Офигеть. Просто очень много. Росточка здесь уже явно не выйдет. Тут даже невооруженным взглядом видно второй цилиндр. Это просто трэш. Тут очень глубоко все это дело. Вон аж слышно, да, пальцем как. Больше всего пострадал второй цилиндр. Ну, сторона впуска нас уже не интересует. Тут все понятно. Только перегильзовка плюс кривые поверхности. Провалы промеж цилиндров фрезеровку делать необходимо. Вот эта стружка поела распредвалы. Ну, опять-таки, вроде как бы и не сильно. Зажмем, посмотрим, что там у нас по зазорам выходит в шейках распредвалов. Главное, чтобы не было потери давления масла, иначе будут ошибки по муфтам. Ну, естественно, всем вкладышам хана, насосу масляному хана. Тут всему хана, в общем-то. Привет. Привет всему. Ну, коленвал, слава богу, остался жив, остался цел. Он в размере. Поэтому будем опять-таки коренные подбирать вкладыши, шатунные брать самые полные, а группа ставить их. Ну и как-то так. Вот это вот след, это не масло летело, это доставало до головки. На головке сверху тоже след, вот именно на перекладке поршень долетал до ГБЦ. Такой сильный задир был, то есть поршень перекладывал еще капитально. Это долетал поршень до ГБЦ. Вот так выглядит второй цилиндр. Ужас, просто ужас. Копченый поршень, залегшие кольца и в усмерть задранный цилиндр. Вкладышем тоже хана. Это у нас третий. Такая же песня. Это у нас четвертый, получше. Второй, третий больше всего в данном случае пострадал. Это у нас первый меньше всего пострадал. Кольца вновь залегшие. Вот такие вот истории. Цепь, самое что интересно, не вытянута, не трогаем, зато остальное все по полной программе под замену идет. Плюс гильзовка. Вот такие вот происходят истории у нас с автомобилями. Ну, ничего не поделать.
как есть, так есть. Сейчас составляем список работ, самое главное запчастей по данному двигателю, отправляем клиенту на согласование. Клапана клапана муфт были забиты капитально, стружкой тоже это вытащили, когда из головки там все в струганине. Сейчас разберем муфты, посмотрим, что с ними там. Поела, не поела, а то придется их еще заказывать. То есть тут полный комплект, кроме ГРМ. Вот такие вот дела происходят. Ну, пока на этом все. Снова всем привет. Пришло время собирать у нас портейш, который был очень сильно задран. Так, по блоку, ребят. У меня было полное впечатление того, что росточка не выйдет, но я ошибался. Еще раз говорю, это естественно, все становится ясно только в станке, когда вставляют и пытаются расточить. Полностью все цилиндры вышли, все с ними хорошо. Это, конечно же, очень сильно радует. В данном случае стоят форсунки для смазки стенок цилиндров. Поршня будет у нас автовелд, кольца НПР. Автовелдовские кольца не используем, я уже много раз говорил, с лета примерно, потому как они пошли непонятно какие. По поршням 4,5 соток зазор, в кольцах 2,5-3 зазор. Обязательная процедура. По поводу масла. Масло, оказывается, клиент менял. Это случилось у него все в декабре. И буквально там за 1000 залили масло Аккора. Я про него уже наслышан. Кто-то его хвалит, а кто-то очень негативно отзывается по этому маслу. В общем, залили это масло. И в декабре мотор застучал. Ну, то есть зимой. На автомобиле практически не ездили. То есть масло свежее. И вот такое вот все в моторе произошло, я не знаю, с маслом это связано, совпадение, не совпадение, не могу сказать, но факт в том, что вот так вот это случилось. Естественно, все вкладыши мы, сейчас покажу вам, опа. Помните, пришлось менять все, съело все, но коленвал, слава богу, жив. Естественно, все шейки зажимали, все шейки промеряли, то есть зазор сейчас по 3 сотки во всех вкладышах. Разные группы стоят, где-то коренные шейки маленько постянуло, где-то все нормально. Первую сняли, чтобы до третьей долезть померить. Нутромера не хватает. Сейчас везде по 3 соточки зазор идеально. Вкладыши бывают, конечно же, разные, но ничего страшного. То есть это все от КЕ, КД мотора. Кстати, между прочим, вот родные КД, вкладыши видно, да, до конца не доходят. И КЕшные, они до конца. В чем суть? В том, что при вращении коленвала здесь, вот в этом вкладыше постоянно поступает смазка на шатунные вкладыши, которые стоят с завода, КДшные, они имеют такой промежуток небольшой, да, что иногда там доли секунды, доли секунд до шатунов не доходит смазка. Ну, в принципе, с шатунными вкладышами проблем никогда у КД мотора не было, у них другая проблема, поэтому вот как-то так на КЕ уже моторе маленько доработали. Так, ну что, давайте сейчас будем перепрессовывать поршневую, ставить сами на горячую, будем это делать аккуратно, чтобы не перегреть шейки шатунов. Ну, а остальное все как у всех. Шатунные вклады сейчас тоже зажмем, еще пока не зажимали, корни промерили, проверим обязательно перед установкой. Ну, приступаем к работе сборки данного чуда двигателя, как чудо, что вышла росточка, а не гильзовка. Ребят, блок у нас собран, готов к установке. Все хорошо, все замечательно, крутится одной рукой. 3 сотки в корне, 4,5 в шатунах. Идеально. Насос новый, масло прокачали также, давление пойдет сразу же. Сейчас снимаем гуся, ставим сцепление. Сцепление мененное было, даже прикататься, по-моему, там еще не успела. И будем все это дело монтировать на автомобиль, благо это передний привод, и все это будет удобненько. Кто-то просил пошатать поршня. Ребята, еще раз говорю, когда новые кольца, вот, ну видно хотя, маленько видно, новые кольца и маслом все залито, то есть это особо не поболтаешь. Такие вот дела. Так, давайте будем приступать к дальнейшей сборке, покажем уже головку. Блок установили, помпа, датчик коленвала, защитный кожух, все стоит. Естественно, предварительно все под капотку протерли, продули, щеточкой прошли, чтобы туда грязь не летела. Здесь все готово. А поверхность обезжирена, ждет ГБЦ. Сама ГБЦ тоже у нас подготовлена, поверхность тоже ровная, прокладку старую всю убрали полностью, все это дело обезжирили. Так, болты, как обычно, мобиловская смазка, обезжириваем обычно растворителем слабые места вот эти вот. Естественно, прокладку вот здесь вот хорошо герметиком промазываем, и промеж слоев, она идет стальная, оригинальная, двухслойная. Промеж слоев тоже герметиком промазываем. Сальники заменены, 0,3 выпуск зазор, 0,2 впуск. Это тоже обязательная процедура, зазоры проверяйте.
Так, ну что, давайте будем пока устанавливать ГБЦ, пока протягиваем ее час-полтора, ставим корпус термостата, стартер, шланги и так далее. В принципе, работа есть. Приступаем. Ребят, ГБЦ протянуто, распредвалы стоят, напоминаю, пошорканы, но все в пределах допусков зазора. Это самое главное, чтобы не было потери давления масла ГРМ. К ним вопросов не было никаких. Естественно, все это хорошо промыли спиртовыми очистителями, весь ГРМ. Все башмаки, потому что в пазах тоже была вот эта стружка мелкая. Это из-за масла, из этого или до чего, я понять не могу. Ну, даже люди приезжают за дилерами, до этого был автомобиль, масло еще дольше не меняли, ездили, такой стружки не было. Тут заменили масло, задрало мотор, проехали совсем немного. По итогу стружки дохренища в моторе и поело еще все подряд. Ну, не знаю, совпадение, либо нет, думайте сами. Все по меткам стоит. Тут все хорошо, крышка отмытая, обезжирена, сейчас герметиком промажем, сальник новый стоит. Здесь тоже все обезжирили, сейчас стыки тоже герметиком промажем. Ставим переднюю клапанную крышку и навесную. В принципе, не так уж и много осталось. Час-полтора автомобиль будем запускать. Самое главное, столб мотора собран у нас. И еще, когда ставите блок, сразу проверяйте сцепление. То есть блок воткнули, залезли в автомобиль, понажимали педаль нормально, ненормально, смотрите. Бывает всякое, чтобы потом не пришлось снимать коробку. Продолжаем сборку двигателя. Автомобиль полностью собрали, масло, антифриз залили, антифриз гораздо больше залили уровня, так как подогреватель стоит, это в любом случае прокачает, воздушный фильтр новый, дроссель довольно-таки чистый был, но промыли еще раз. Обводной ремень новый и два ролика натяжной, обводной тоже новый, все это естественно же оригинал, ремень фирмы Бандо оригинальный. Так, ну вот яркий пример того, что бывает, когда заливают некачественное масло, либо ездит на стучащем моторе и масло не меняет с фильтрами. Стружкой поедает все. Она ест все, что видит, распредвалы, коленвалы, насосы, вкладыши, и пошло и поехало. В общем-то, естественно, это все гораздо дороже выходит. В данном случае ремонт вышел под ключ за все про все, за все материалы, за все расточки, фрезеровки. 112 что ли ты, еще такое под ключ. Это все включено. Естественно, обычно бывает дешевле, но тут вот такие вот дела происходили. Так, ну что, сейчас будем запускать. Масло надо будет километров через 100, я бы даже заменил на данном автомобиле, чтобы все остатки стружки собирала по всем каналам. Еще раз говорю, ни одна мойка нормально не вымоет все каналы, которые внутри в блоке находятся. В головке ничего это не вымыть, это именно только маслом вымоется. Естественно, это все под высоким давлением промывалось, продувалось, но где-то она остается. Чтобы остатки собрала, притирочные моменты первые слить, масляный фильтр заменить и уже на свежем масле ехать. По поводу масла этого я, Кора вроде, да, называется, говорил, ничего не могу сказать, как бы много слышал я отзывов не очень хороших, сам не пользовался этим маслом, видел только вот такие результаты. Так, масла, опять-таки, какой фирмы заливать, это все решать, конечно же, вам. Главное, допуск А5Б5 и не гуще 5,30, ребят. А что туда будете лить? Лукойл, Мобил где-то найдете, Shell где-то найдете, это, конечно же, сугубо ваше личное решение. Так, давайте будем запускать и слушать, как это все у нас дело заработает. У нас все подсоединено. Клиенту, конечно же, повезло, что все-таки росточка вышла явно дешевле. С грязовкой там выходило что-то 126 что ли тысяч. Изначально посчитали. Ну, слава богу, росточка вышла. Так, печку выключили. Нейтральная. Еще раз. Аккумулятор есть, давление есть. Ну что, пробуем. Так, давление пошло. Автомобиль, по которому запускаю, сразу колеса начинают крутиться. Так, ну что, работает ровно, никаких ошибок, ничего нет. Сейчас будем прогревать до рабочей температуры 90 градусов. Еще по поводу, опять-таки, вот заводских форсунок, типа перегрев поршней, надо ставить их. Ребят, рабочая температура у данного мотора ниже 100 градусов. Какие перегревы? Это не немецкие автомобили, где там за 110 градусов. Тут все гораздо проще и щадящий режим именно для масла, для самого двигателя. Никаких перегревов тут нет и не пахнет. Это именно вот задиры. Вот опять-таки пример. Зима, минусовая температура далеко за минус. Запустили, застучал. Ну,
Что там перегревается, это не жара, не пробка где-то там, это именно вот зима губит их, эти вот корейские двигателя. Давайте послушаем, как снаружи все это дело работает, и будем заканчивать. Год 13, пробег 101 по одометру. Помните, как он работал и как сейчас работает. Естественно, после обкатки он еще тише будет работать. Хотя после любой капиталки такая история. Но он сейчас небо и земля, что было, что стало. Так, ну что, заканчиваем видео. Очередной двигатель сделан. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя. Раз в 7000, не реже.